Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне OnePlus Ace 2. OnePlus Ace 1 уже был представлен давным-давно. Ace 2 сейчас будет представлен не только на Snapdragon, он у меня сейчас в руках, а на Dimensity. В ближайшем будущем он будет чуть-чуть дешевле, обещают чуть-чуть лучше камеры. И что я могу сходу рассказать про этот смартфон? Первое, это не какой-нибудь там Samsung S23 Ultra, это не Samsung S23, не Vivo X Fold Plus. Это не флагман. Это даже не OnePlus 11. Это примерно то же самое, что был, помните, OnePlus 10T, который я, кстати, не особо рекомендовал с одной стороны, с другой стороны, к себе его оставил, и в роликах вы видите его постоянно на подсъеме. Почему? Потому что OnePlus делает хорошо, и они по-любому скинут ценник на этот девайс, а снимает он хорошо. В играх в него играть комфортно, чуть-чуть греется экран, но на лайв-канале вы можете, кстати, посмотреть, как я его час гонял в Apex в онлайне. Я часто так делаю, если смартфон мне нравится. В онлайне в Твиче играю в него, показываю вам разряд, рассказываю, какая температура. Нагревалась у него, к сожалению, со стороны экрана до 40 градусов. Рассказываю впечатления, и после этого уже на базе всех тестов, съемки и всего остального делаю обзоры. Он не имеет возможности, разумеется, реверсивной зарядки. У него есть инфракрасный порт, и в принципе, как средняк, он неплохой. Но что мне в нем не понравилось, вы узнаете в ролике. По поводу каких-то стресс-тестов и всего остального, сразу скажу, в Antutu он выбивает 1 миллион почти 100 тысяч баллов. Если брать Antutu AI 3 миллиона 200 тысяч. Если брать Storage тест, там тоже неплохие данные под 70 с лишним тысяч. Но это все с одной стороны, это верхушка айсберга. Он у меня на Akala OS. Есть еще глобальная версия на Oxygen. И те, кто имеют смартфоны Oppo, Vivo или Realme, опять же на Akala OS, они меня поймут. По большому счету, чтобы понять, что внутри этого смартфона достаточно иметь любой флагман от Oppo. И это и хорошо, и плохо. Хорошо в плане того, что у нас все классно, оболочка мне нравится. Плохо с той точки зрения, что ничего нового вы не увидите. Если у вас есть флагман на Akala OS, то вот здесь будет все то же самое. С Vibro все классно, с откликом экрана не особо. Если брать звук, понравилось. Если брать ощущения от смартфона, очень-очень он похож на все, в принципе, OnePlus. Плохого я не скажу. И, к слову, вот с этим вот делом Oppo Find N2 Flip, обзор на который, скорее всего, будет завтра, я его сравню в течение ролика по видеовозможностям. А сегодня еще на лайв-канале у нас будет розыгрыш Xiaomi 13. Вы можете прийти, я буду прожаривать эти два девайса. Что это значит? Я буду одновременно проводить тесты и рассказывать, какие плюсы и минусы у данных устройств. Потому что и то, и другое не будет бестселлером с одной стороны, с другой стороны не только имеет право на жизнь, но вот этот смартфон я могу рекомендовать. Правда, пока не за эти деньги и, разумеется, не китайской версии и не прошитый на Oxygen. Я несколько раз за ролик это повторю, потому что неизвестно, что будет с китайскими версиями смартфонов BBK за пределами Китая. Пока. Как только будет известно, скажу, что можно покупать. Пока стоит только смотреть и планировать покупать глобалки. 4К 60 FPS на OnePlus и на Oppo у нас 4К 30 FPS максимум. Процессор позволяет 4К 60 FPS. Почему они этого не сделали, чтобы было 60 FPS, я не знаю. Но вы сейчас можете объективно с основной камеры посмотреть разницу. И стоимость, разумеется, X2. То есть здесь у нас сгибающийся экран. Насколько все хорошо будет в реальности, мы посмотрим, что на один, что на другой смартфон. Но при идеальных условиях обстановки, исключая звук, то есть звук здесь писать нехорошо, картинку здесь писать волшебно, как вы видели по примере камеры. Вот так снимают основные камеры в сравнении в студийных условиях. Почти, потому что источников света, напоминаю, 9. И, кстати, не забудьте в телеграм-канал мой личный подписаться, я туда скину исходники. Потому что большинство должны понимать, что, во-первых, вы здесь не видите 4К, все это перевернуто, то есть это в лучшем случае Full HD у вас. И во вторую очередь сравнивать подобное качество необходимо на больших экранах, хороших, откалиброванных. Если у вас смартфон за 15-20 тысяч, я вас расстрою, учитывая, что еще YouTube сжимает, никакого качества, какое передает у нас смартфон, вы не увидите. Вы увидите, как здесь видео оптимизировано под YouTube. Допустим, у того же Xiaomi оно вообще не оптимизировано, все блогеры перерендеривают, кроме меня. А я, когда закидываю, вы видите всегда у Xiaomi фризы. Но это лирика, вот так смартфоны работают. И вот он, вход с двух камер от нашего любимого и приятного Oppo Flip N2, на который обзор, скорее всего, будет завтра, и OnePlus Ace 2. Ну,
Сами все видите, если двигаться, тоже видите условия обстановки те же самые, что с Sony FX 3 и BBK не любят фронталки. А мы не любим BBK из-за фронталки, правда? В общем, началось у OnePlus у нас 4К 60 FPS, у Oppo Flip 4К 30 FPS, съемка с двух рук, ночь, и сейчас мы пойдем по пляжу. Я вижу, разумеется, что намного дерганее картинка на Oppo, с одной стороны, с другой стороны цвета тоже на Oppo хуже. Но опять же, будете смотреть, как там будет в итоге. Сейчас 1080p поставлю. 1080p 60 FPS. И здесь я не знаю, кто лидер. Почему? Потому что одного, что у второго шумы. Но посмотрите на диоды. То есть, допустим, Oppo, он вытягивает с основной камеры 1080p 60 FPS. А OnePlus, к сожалению, нет. Смотрим иксы. Иксы максимум X10 у обоих. У обоих абсолютно все бесполезно и нечитабельно, но в иксе, наверное, лучше все-таки OnePlus. Возвращаем потихонечку. И если плавно передвигаться, то примерно картинка будет такой. Так, на обоих смартфонах отключена ретушь. Оба смартфона включили подсветку. На обоих BBK у нас, к сожалению или к счастью, идет 1080p. Никаких 4К нет. Это вам не Samsung и не яблоки. И вот так вы себя сможете снимать. В принципе, этого достаточно. Почему? Потому что если посмотреть вот так на противные источники освещения позади, все сразу становится ясно, да? Что плюс-минус одинаково плохо. Но у OnePlus, к слову, есть минус. У него нет ультраширика на фронталке. Видите, как максимум можно снимать на Oppo и как максимум на OnePlus. Вот здесь, допустим, по мне Oppo выигрывает. Моя самая любимая локация — ночь. Много света противного. Можно смотреть практически у всех смартфонов. Последних это есть. И на Oppo стаб, конечно, даже в 1080p 60 FPS, которых я сейчас снимаю, работает по мне хуже. Но, как вы видите, у OnePlus это кроп, а у Oppo нет кропа. Основные камеры 1080p 60 FPS. И сложная локация, много звука, много противного света. И я вижу, что здесь, кстати, Oppo с неоновыми вывесками справляется лучше. Вот так. И по цветам, и вдалеке, если посмотреть, Oppo лучше. Ну и, разумеется, фронталка в тех же условиях. А с фронталкой все одинаково плохо. Тоже последний пример. Ночной 4К 30 FPS у обоих смартфонов. И надо смотреть, разумеется, на все это дело потом уже на компьютере, а не так, как я, на экранах. Ну, вообще даже отсюда видно, кто лучше справляется с неоновыми вывесками. 4К 30 FPS, ночь, морешко и, ну да, одинаково артефактов по мне. Одинаково несмотрибельная картинка. С, опять же, огнями лучше у Oppo. Ну и шумов, по-моему, у Oppo больше. Пишите, кому что больше понравилось. И по какой причине. Еще раз, исходники в телеге. 4К 30 FPS на одном смартфоне, 4К 60 FPS на другом. Можете оценить картинку. Я вижу, что при 4К 60 FPS у OnePlus такой приличный кроп относительно Oppo. И можно сказать, что оба смартфона отрабатывают неплохо, даже по поводу стабилизации. Условия обстановки максимально противные, то есть ветер, движущиеся объекты и плюс еще вот, допустим, сейчас съемка против солнца. Думаю, все это дело неплохо. Если делать X на одном смарте и на другом, X10 максимум. И опять же, вот здесь, по-моему, лучше, конечно, у OnePlus. И фронталка 1080p. Те же условия, съемка против солнца.
Не знаю, что лучше. Пишите, что вам больше понравилось. 4К 30 FPS с двух рук, с двух устройств. Напоминаю, что OnePlus в 60 может снимать. И съемка ночью в движении, допустим, с неоновыми огнями. Может быть, еще откуда-нибудь ночную добавлю, но пока вот так. И мне кажется, что устройство интересное, устройство новое, но напоминаю, что опять же абсолютно разный ценовой диапазон. Это раз. OnePlus дешевле в 2 раза. А 2 это то, что одна и та же контора BBK, плюс-минус те же технологии. И то, что мы видим сейчас, что один смартфон лучше снимает, другой хуже, вполне возможно с прошивками поменяется наоборот, если они так решат. Но опять же, это смотря как смотреть. Распаковка. Поставляется данная модель в красной коробке в минималистичном стиле, что стандартно для OnePlus, и мне такой пакинг нравится. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем неплохой силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер для питания на 100 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 нано-сим-карты, карту памяти сюда запихать, разумеется, нельзя. Русский язык на борту, и, к слову, у меня китайская версия смартфона. И напоминаю, что с смартфонами BBK, а OnePlus входит в этот концерн, в том числе с OnePlus 11 китайской версии, есть проблемы с активацией китайских версий за пределами Китая. Неважно, в какой вы стране. Вполне возможно, вы получите всплывашки и блокировку телефона, даже если смартфон перепрошит на глобальную версию. Это, конечно, будет не только ваша проблема, и проблема продавца, у которого вы купите, возможно, на Али, но лучше уточнить заранее, если вы решите приобретать. Габариты смартфона 163 на 74 на 8,7 мм, вес 204 грамма. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести OnePlus Ace 2 можно в черной и серой расцветке. Смартфон выглядит практически так же, как OnePlus 11. Тыльная часть Corning Gorilla Glass 5 серии с Soft Touch покрытием. У меня есть ASMR распаковка на лайв-канале, можете посмотреть, послушать, как это дело скрипит. С фронтальной части у него AGS стекло. Качество материалов хорошее, как и сборка. Материалы не марки. Разумеется, в руке без чехла, как и с чехлом. Лежит он комфортно и пользоваться одной рукой можно. Хотя все, как всегда, индивидуально. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Далее есть 2 микрофона, механические переключатели режимов звука и динамики. Звучание стерео, качество хорошее, но не топовое. Вообще у OnePlus 11 и Ace 2 очень похожи, но не во всем. Смартфон поддерживает Dolby Atmos, в настройках можно выбрать профиль сценария и профиль среды, но кастомного эквалайзера в стоке я не нашел. На данной прошивке его нет. Bluetooth кодеков на борту достаточно, на экране вы можете видеть список поддерживаемых кодеков. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека не завезли, как и официальную защиту от влаги и пыли. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей и закругленными краями. Рамки минимальные, подбородок в наличии, но он также небольшой. Соотношение сторон 20,1 к 9, контрастность 2 миллиона к 1. 100% DCI-P3 и 100% sRGB охват, поддержка 1,7 миллиарда цветов, HDR10+, также на борту, плотность пикселей 450 ppi, что отлично, яркость 500 нит, максимальная яркость 1100 нит, а пиковая 1450 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запас есть небольшой. Привык я уже к флагманам на 1800 и 1900 нит. Адаптивная регулировка яркости работает корректно, ко всему есть адаптация цвета к окружающему освещению, режим комфорта для глаз, улучшение цвета видео, улучшение резкости и так далее. Настроек для персонализации экрана под свои предпочтения, как всегда, достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно выбрать меньшую герцовку, а авторежим работает при включенных 120 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат средний, даже ближе к плохому. Частота регулировки шима 1440 Гц. Бесполезный высокочастотный шим затемнения на борту. Показатели шима вы можете наблюдать на экране. Даже на 100% яркости шим поднимается до 30%. Always on Display в наличии, разумеется, полноценный мультитач на 10 касаний. Стоковая цветопередача, хороший экран, яркий и сочный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного экрана
стороны распознавания лица. Сканер работает быстро у пальцев, завести можно до 5 отпечатков, притом один и тот же завести нельзя. Распознавание лица срабатывает даже под углом, и внести биометрические данные можно одного в лица, двух нельзя. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, предпоследний из тех процессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, используется 3D Cooling System версии 2.0. Интерфейс Scala OS версии 13 у меня стоит, но если у вас будет глобалка, она будет на кислороде. Но смотрите, если это Global ROM, это перепрошитый китаец. И это значит, у вас не будет бендов, даже если у вас будет глобальная версия прошивки. Разумеется, все это дело будет обновляться, и будет Android и 14, и 15 версии, но пока только так. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что нас не особо интересует. Для 4G сети 7 и 20 бенд отсутствует, как и бенд 79 для 5G. Конечно, 5G не особо много где есть, но все равно. По большому счету, данный смартфон в России не особо полезен. Звучание во время разговора приемлемое, микрофон отрабатывает отлично, как и датчик приближения. Запись разговора в стоке есть. VO LTE и VO Wi-Fi поддерживается. X-образный вибромоторчик хороший, тактильно приятный и настраиваемый. Сенсорный отклик O-Haptics с полноценной настройкой на борту. Bluetooth версии 5.3 Low Energy. NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно установить MirPay для оплаты NFC модулем. Из навигации здесь GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS. GPS-тест в городских условиях, как всегда, 3 метра. Это у нас Qualcomm стандартно для этого процессора. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC марки OnePlus Ace 2 на третий проход все-таки выдал 8 часов 13 минут. Разумеется, тест я проводил при 100% яркости, частотой обновления экрана в 120 Гц. Это не идеально. Хотелось бы часов 9 как минимум. Чтобы вы понимали, тот же Samsung S23 Ultra вывозит 14 часов. Понятно, это флагман, но все равно. Разумеется, смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, а вот беспроводной зарядки нет, как и реверсивной. Заряжается с 0 до сотки у меня за 23 минуты. В игре Apex Legends и одновременном стриминге на Твиче уходит в среднем по 21% в час. Смартфон сильно не нагревается, но ощутимо, и притом в области экрана. Будете играть, будет не особо комфортно, сформулирую так. Показал OnePlus Ace 2 себя в играх достойно, играть комфортно, картинка плавная, лагов и фризов по минимуму. Все пруфы на Pulse.net Live я выгрузил запись данного стрима, плюс там еще мини-обзор. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 268 гипсов минимально, максимально 393 и в среднем 313 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. Результат, скажем так, ужасный. Geekbench в сингл-коре выдает 1031, в мультикоре 3739. Тоже не очень хорошо. 3D Mark показал Wildlife максимум, Wildlife Extreme 2787, Wildlife Stress Test 10539, Wildlife Extreme Stress Test 2817, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Притом закидывать в морозилку смартфон не пришлось, спокойно прошел в комнатных условиях. Все эти тесты. Antutu выдал результат в 1 миллион 99 тысяч баллов, Storage Test показал скромные 70 с лишним тысяч. Я надеялся, что туда побыстрее память запихают. В Antutu AI выдал смартфон космический 3 миллиона 234 тысячи. Хотя у кое-кого мы видели и под 4 миллиона, правда? Смотрим канал, будете знать у кого. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор IMX890 на 50 мегапикселей с автофокусировкой, оптической стабилизацией. Сверхширик OV08D10 на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. И макросенсор OV02B10 на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 22 мм. Две, считайте, затычки. Оптического зума нет, а цифровой зум стандартно на борту. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, 120 FPS здесь нет. Запаса 8К тоже нет. Двойная стабилизация видео на борту, а именно оптическая плюс цифровая, и работают они только в 1080p. В стоковой камере имеется не особо много режимов, но достаточно различных режимов и вспомогательных функций для фото и видеосъемки, тот же Pro режим. Таймлапс, двойной режим, кинорежим, замедленная съемка, ночной режим, портретный режим, режим длинной задержки и много еще всего. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Фронталка стандартная, о ней говорить смысла нет. Основные сенсоры неплохие, как для смартфонов средней ценовой категории, но это вам, как говорится, не Samsung. По фронталкам BBK никогда ничего супер хорошего и не делают. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 30 fps, стандартный тест в лифте. Многие мне говорят, что никто ничего не оптимизирует по 4К 60 fps, хорошо, давайте 30.
И вот так вы себя сможете любимого снимать в данных условиях. Многие себя, кстати, в объектив снимают, если смотреть всякие иншортсы. Чуть ли не любимое место у народа. 1080p и OnePlus упорно пытается включить великие ужасные улучшалки. Каждый раз, когда ты меняешь разрешение. 4К 60 FPS, максимально неприятный свет, потому что вот здесь, допустим, неоновое освещение, а здесь дальше уже, где буду выходить, света нет. Только вот такие огоньки. И можете оценить, как с одной руки все это дело может отрабатывать. Пока все плохо, если честно. Ну, у OnePlus есть такая магия, они потом допиливают камеру. Иногда, правда, очень редко, но в худшую сторону. Но все бывает. Сейчас пока только так. Ну что же, видео с OnePlus Ace 2 ночью. Вы видите все сами. То было 1080p 60 fps, 4К 60 fps сейчас. Вот так все будет в огне. Ну и, разумеется, фронталка. Эй, 1080p так не делать. «4К 60 fps», основная камера, съемка против солнца. И вот такая картинка будет максимально солнечной обстановке. Я вижу легкие подфризивания, но не факт, что на исходном видео это как-то повлияет на исходное. Потому что вы уже видите после того, как я скинул что-то. И очень часто, когда ты на телефоне смотришь, кажется, что что-то фризит. X10 максимум. Усиление голоса не включено, но его здесь и нет. Очень удивительно после Vivo, который является тем же концерном, не видеть подобную фишку у OnePlus. Немного стационарной съемки, 4К 60 fps. Съемка с OnePlus, и сейчас я не двигаю смартфон. Он стоит фактически на столе. Легкие вибрации есть от эскалатора. Но это все в принципе. И вот ничего так. Ничего. Неплохо, не хорошо. Но никаких я шумов особых не вижу. 4К 60 fps, OnePlus. Напоминаю, что у меня Flip N2. И очень странно, что там нет 4К 60 fps за эти деньги, а здесь есть. И съемка с одной руки, плавненько. Допустим, сейчас я поднимусь и спрыгну, чтобы вы увидели, как работает стаб. Экзотика. Но самое главное, нас что интересует? Правильно, насколько натуральны цвета. Я вам скажу, что передает он цвета натурально. Кто помнит, как Starbucks выглядит и как примерно может выглядеть яблоко с очень плохим автофокусом, нет, никак вообще. Вот все. Оранжевую кнопку хорошо передает, не яркая она. И красное солнышко, оранжевое. Ну, солнце не особо хорошо передает, а все остальное хорошо. Еще немного 4К 60 fps с вкусняшками. No photo. It's not photo. И все. Никаких фото, только видео. Правильно? 1080p 60 fps. К слову, чехол меня уже спас. То есть этот смартфон уже падал на асфальт и даже угол не погнулся. Чехол штатный, работает хорошо, за что ему огромнейшее спасибо. 4К 60 fps основной камера, повторяюсь, и вроде снимает ночью неплохо. Не туда пошел. Ну и ладно. 4К 60 fps, немного ночных витрин сувенирных, которые практически все, разумеется, из Китая. Но, может быть, не все. Вот такие ночные съемки. Фронталочка 1080p. Ночью. Yes, 4К 60 fps. И все.
все неплохо. Очень даже неплохо. С неоновыми выписками не особо. Лифт 4К 60 FPS и отслеживание лица, разумеется, есть. Вот сейчас подвигаю смартфоном, чтобы вы посмотрели. Ага, вот сейчас он не показывает, что он отслеживает лицо, но в принципе, по-моему, отслеживает. Так примерно вы сможете себя на основную камеру в 4К 60 FPS в лифте на видео снимать. Вот так работает фронталка в 1080p в лифте. Лучше всего здесь, кстати, проверять все-таки микрофоны, потому что звук, как вы понимаете, здесь просто ужасный. С одной стороны, с другой стороны, по поводу освещения, ну это то же самое, что ночью под какой-нибудь лампой стоять. Логично, что здесь дневного света рассеянного никакого нет. Сверхстаб работает только в 1080p. И давайте резко вперед. Но в целом неплохо. Ну, конечно, лютый, но неплохо. На фронталку сверхстаб работает. «4К 60 FPS», основная камера, и из интересного могу отметить, что здесь довольно хорошо и быстро и просто работает сканер отпечатков пальцев. Мне он нравится, как он отрабатывает. Съемка против солнца. Смотреть туда невозможно даже в очках, но камера что-то там все равно умудряется записывать. И давайте легкий тест пробежки по ступенькам. Посмотрим, как он в стандартной стабилизации у нас будет отрабатывать. Вроде бы пытается. Это, конечно, не GoPro, но растянуться тоже можно. Вроде снимает. Вроде неплохо. Стандартное место, основная камера 4К 60 FPS, максимально громко шумит вода, залив. И вы видите, что волны довольно большие, ветер довольно сильный. Как отрабатывают микрофоны, вы слышите. Ну и давайте зум с двух рук. Максимум X10. День. Уровень бесполезности 100. Но он есть. Ультраширик. Минусы: нет защиты от влаги, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, нет 20, 7 и 79 бенда в китайской версии. Показатели шума вообще не радуют. Нет Wi-Fi 6E версии, нет беспроводной зарядки и все такая же плохая фронталка. Ну и греется в играх экрана не особо приятно. Может быть, в этот раз я просто больше отметил это дело. Просто хотелось лучшей оптимизации. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Сегодня, кстати, я Xiaomi 13 разыгрываю на лайв-канале. Заходите, посмотрите, может быть, поучаствуйте. И не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал Болталку. Нас там уже 14 тысяч человек. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Если вы покупаете OnePlus, вы покупаете OnePlus. По большому счету я рассказываю о линейках, не говорю покупать OnePlus или нет. Я просто рассказываю о всей линейке, и люди выбирают, какой именно они OnePlus хотят. Потому что это, наверное, даже не пиксельманы, пиксельфоны, потому что в пикселях все просто, там хлам процессор. Если брать сейчас по флагманам, самая выгода на данный момент, это смешно от меня слышать, но это Samsung, либо Яблоко, потому что то, какие ценники выставили Xiaomi на 13-ю версию, ну это где-то за пределом понимания. Huawei и Honor вместе со своими процессорами и старыми технологиями, которые тормозятся санкциями, по мне вообще не конкуренты, хотя, опять же, вы можете со мной поспорить, но я танцую всегда от чего. Вы, покупая смартфон, рискуете всегда тем, что вы получите девайс, и он вам не понравится. Не понравится форма, через месяц достанет оболочка, не понравится камера, где-то она будет как-то не так работать, как вам надо. Какие-то программы будут не так работать, как вам надо, и вы с легкостью сможете их поменять, эти смартфоны. Но при покупке тех же Honor'ов вы будете терять 30, 40, иногда 50% стоимости. Посмотрите, сколько Huawei Mate 50 Pro стоит сейчас на Авито. Вы ужаснетесь.
Если говорить о OnePlus, они не так сильно теряют в цене, их всегда можно продать. Ace это не особо популярная линейка с одной стороны, с другой стороны, я помню, когда я покупал первый Ace, я его на Авито еле-еле нашел за адекватный ценник. Почему? Потому что на него был ажиотаж. Да, здесь не тот процессор, который бы я с вами хотел видеть. Это предтоповый. 8 плюс Gen 1 все-таки не Gen 2. Хотелось бы Gen 2, потому что он волшебен, по моему мнению. Да, здесь нет защиты от влаги. Да, здесь нет беспроводной зарядки, а что в OnePlus они запихали. Но мы с вами четко знаем, что если брать глобальную версию, которая не окирпичится никаким образом, она станет все равно дешевле. Притом значительно, и будет какой-то момент, когда мы сможем приобрести данную модель выгодно. Повторяю, что 10T я не продавал, телефон мне безумно нравится. Я прекрасно знаю, что вы можете, если вы владелец какого-то там 9 Pro, 10 Pro, сказать, что через 2-3 года он начинает лагать. Что через 3 года не начинает лагать? Айфоны? Нет, я купил iPhone 11 специально, ему всего 2 года, и он подлагивает. У меня 14 Pro Max в каких-то сценариях использования подлагивает. Вопрос всегда, удовлетворит вас продукт или нет. Этому девайсу я однозначно могу сказать да. Почему? Потому что я знаю, что завтра ценник будет другим. Сегодняшнему ценнику, конечно, нет. На данный момент я скажу, нет еще китайской версии, даже перепрошитой на глобальную прошивку. Почему? Потому что нет смысла увеличивать свои риски, за эти деньги вы можете купить что-то другое, легко. Либо на глобальной версии попроще, либо другие бренды, которые на данный момент не являются опасными. И всем, кому интересны прожарки и все остальное, этот телефон вместе, еще раз повторяюсь, с Oppo Find N2 Flip я прожарю сегодня на стриме, на котором буду разыгрывать на лайв-канале Xiaomi 13 глобальной версии, представленной от производителя. И второй, это как всегда 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Огромное спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно. Мне этот девайс был очень интересен. Добра и удачи вам, дорогие друзья!